Друзья, Askal Tiger 13 от компании Blackview, это их суббренд. Знаете, это называется смартфон компромиссов. Объясню. Сразу объясню. 90 Гц хорошая яркость, но разрешение HD+, даже не Full HD+. Допустим, нормально камеры фотографируют при каком-то ярком освещении действительно неплохо. В чуть-чуть искусственное, чуть скудное освещение уже камеры фотографируют просто как полное мыло. То есть у нас, знаете, вот эти вот компромиссы в этом смартфоне будут всегда и во всех аспектах. Но цена это просто жесть. Просто жесть в хорошем смысле этого слова, потому что она всего лишь там с $158, и за $158 вы получаете действительно нормальный смартфон с формулой памяти 8 на 256, при этом 8, который можно расширить до 24, и при этом у нас процессор Unisoc Tiger T760. Новый, с новыми ядрами. Это не те 616, 606, не путайте. Хотя тут у меня тоже вопросы. В AIDA 64 у меня показывает T820. Возможно, это T820 урезано. Или напишите в комментариях, если вы знаете. А вообще, на канале Технозон Tiger 13 от Askal, от Blackview. Поехали. И вот мы сейчас с вами на сайте, на Алиэкспрессе, где его покупал. Ссылку на продавца, на официального представителя лежит в описании под видео. Разместил, вернее, вам в описании под видео. Конечно же, и советую вам пойти и проверить цену, потому что, скорее всего, она будет меньше на тот момент, когда вы будете ее смотреть. Потому что, как обычно, на старте у Blackview они стоят дороже, а потом начинается промоция, они дешевеют, и в районе 100 баксов их можно будет купить. Это вообще будет классная цена за это. А теперь давайте посмотрим, что же есть. 8 на 256, есть он голубенький, есть черненький, ну у меня вот видите, это называется Violet Blue, вот так вот, Violet Blue, хорошо звучит, мне нравится. Unisoc Tiger T760, 4 ядра Cortex A76, 4 ядра Cortex A55, 2,2 ГГц и 2 ГГц, соответственно, на Android 14. И вот здесь вот пошло уже. IPS-матрица нормальная, 6,67 дюймов, 90 Гц экран, и тут пошло 8 плюс 16 расширение, 256 хранилища плюс 2 терабайта карту поддерживает, 50 мегапикселей Samsung GN1, ну вот блин, без оптической стабилизации, цифровой даже нормальной нет, 2 мегапикселя ультра микрокамера 4-сантиметровая, ну блин, она снимает фигово. Мне вообще такое создалось ощущение, когда я тестировал, что это просто-напросто фотографирует 50 мегапикселей и делает кроп. И 2-мегапиксельная камера глубины. Фронталочка. 8-мегапиксельная Samsung Go 4K7. Представляешь, написали не Samsung, а Samsung Go. Вот она, скорее всего, Samsung Go. Теперь давайте вот насчет камер. Вы сейчас видите, перелистываются у вас примеры. Я дальше рассматривать не буду, потому что камера действительно хорошо фотографирует, но только при хорошем освещении. Чуть меньше освещения начинается мыло, шумы. Я оценивать камеру не сильно большой мастак по камерам, но я всегда даю возможность вам делать оценку своими глазами. И вы просто-напросто идете в описании под видео, там есть ссылочка на примеры фотографий, и вы просто-напросто смотрите на оригиналы фото и видео, которые наснимала вам лисица. Хорошо, что есть NFC, полная поддержка Google Play. Тут как бы у меня вопросов нет, и батарея в 5000 мАh. Действительно, она честная, она хорошо держит. При таком процессоре, при таком разрешении экрана, отлично. Мы за многочасовые тесты, мы так и не смогли хотя бы хоть как-то его посадить, хотя бы на четверть. При том, что здесь быстрая 18-ваттная зарядка. Мы сейчас, кстати, перейдем на распаковочку. Поддержка GPS GLONASS BIDU, Wi-Fi 5, 5 ГГц Wi-Fi 5. И давайте посмотрим, что они еще тут нам в картинках заявляют. Так, HD+, да, поддержка 5G. Поддержка 5G. И в Antutu, да, 400 там с мелочью тысяч баллов мы тоже замеряем сами. 700 нит яркость. Тут я верю, потому что он аж в пересвет уходит на камеру, он мне слепит камеру. Яркий, очень яркий дисплей и стереодинамики, при этом которых действительно собаки классно звучат.
Вот действительно. Так, NFC мы поняли, отпечаток пальцев. Смотрите, насчет отпечатка пальцев. Вот такая вот точность разблокировки, когда вы... Я нажимаю на качельку громкости и смотрю в камеру просто. Когда вы нажимаете, он срабатывает мгновенно. То есть у меня не было ни одного раза, чтобы было либо ложное срабатывание, либо вообще не сработало. Фактически, то есть у вас нормальный, отличный датчик отпечатков пальцев. Вот насчет камер, блин, ну что, они... Я думаю, Gen 1 это нормальная камера, при этом с искусственным интеллектом, с апертурой 1.8. Но не довести до ума, скорее всего, просто-напросто не хватает элементарного софта. То есть им дали API какой-то базовый, они что-то сделали и все. И 8-мегапиксельная самсунговская селфи-камера. Снимает до 4К, однако конечно же, в 30 Гц. И снимает... и у него есть еще и AV1 декодер, поэтому подходит неплохо для мобильного интернета, для стриминговых сервисов. Так, тут они еще у нас написали красиво, чего там, Ion Blur, ISOCELL 2.0, пиксель размер 1.28. Слушайте, ну это очень много чего можно написать, но на самом деле по камерам, я же вам говорю, ну нет, чудес за 158 баксов не бывает, вообще не бывает. 4X, как они видите, цифровой зум, никакого зума тут другого нет, хотя они могут писать все что угодно. Больше они упор на камеру сделали. Так, что у нас еще? Так, камеру уже хватит. Мы уже поняли, что вот камера, то, чем вы пытаетесь нас заманить, чего-то тут не то. HDR. Да, кстати, слушайте, снимает в HDR, да еще и экранчик у нас с поддержкой HDR, но тут есть один момент. Когда вы ставите 60 Гц, то вы получаете декодинг HDR в YouTube и смотрите с HDR ярко, красиво. Когда вы ставите 90 Гц экран, то почему-то YouTube отказывается в HDR декодировать. Вот тут тоже такой вопрос. Таймлапсы, slow motion, макро, все вообще молодцы. Прям iPhone номер 2. Короче, да какой 15? Это что, 16 рвет нафиг. За такие деньги, я вам скажу, еще неплохо. Давайте так, переходим. Сейчас делаем распаковочку, тестируем и делаем. Итак, 256 гигабайт, RAM 24, но это 8 плюс 16 расширения. Совсем уже охренели, конечно, со своим маркетингом, но это такое. NFC, конечно же, заявлен. Tiger 13, какое теснение прикольное на коробке сделали. Ну вот, Ой, да. прям теснение. Смотри, 667, ну здесь HD экран, 720 на 1604, 8 плюс 16, 256 хранилище, 5000 мАh батарея, фронталочка 8, задничек у нас 50 плюс 2 и NFC есть. Интересно, кстати, NFC-шку, но с экранчиком, конечно, слабовато. Хотя и цена, там цена просто. В комплекте у нас стеклышко, сам по себе, все вытрусим. Ой, смотрим. Прям Tiger 13, нифига себе. Ну, давай, уезжай. Смотрите, сам по себе Tiger. 5000 мА, 5 фронтов. Слушайте, он тонкий. Он прям тонкий. Приятный на ощупь, сзади стекло. Два больших модуля камеры. Даже 3. 3 модуля камеры, вспышечка. Так. Спереди у нас глазок, как всегда. Снизу у нас 3.5 выход, что не свойственно. Есть микрофонный вход, USB Type-C, динамик 1, динамик 2. Да ладно, слушайте. Вот прям так вот подошли, да? Серьезно. У нас быстрая зарядка 18 Вт. Очень удобно. Есть чехольчик фирменный. Да. Сейчас. Обыкновенный силикон, но это хорошо, что на старте такие компании дают чехол, потому что купить его нереально на старте продаж нигде, да? А вы уже здесь имеете вот такой вот, я его называю презерватив, да? Теперь давайте скроем эту штуку. Здесь должна быть скрепка. Ага, скрепочка есть. Кабель быстрой зарядки. Тоже приятно. И посмотрим на наш... Где там он? На лоточек. Не на кошачий лоточек, а на лоток сим-карт. Значит так, у нас либо 2 сим-карты, либо одна сим-карта. Вот давай так на фоне телефона. Либо одна сим-карта плюс одна microSD-карта. То есть расширить память можно, но будет одна сим-карта. Можно, конечно, лепить бутерброды, как некоторые делают, но это бред. Все.
Да, можно запилить карту, они работают одновременно. Весь вопрос всего лишь в реализации лотка. Ребят, сейчас буду настраивать, и будем, это цвет Violet Blue, фиолетово-синий. Тогда Да, будем настраивать, и будем возвращаться к вам уже с тем, что там у нас внутри, посмотрим. Ну что, давайте теперь тестировать. Настроил. Первое, что бросается в глаза, очень яркий экран. Это не максимальная яркость. Смотрите, то есть это не максималочка. На максималочке вообще пересвет. То есть реальный пересвет. За экран вообще отдельное спасибо. То есть экран тут, хотя он и HD, а он HD, прям видно зернистость при очень пристальном приближении. Хотя он и HD, ну, дело такое. То есть, понимаешь, мы же цену с вами видели этого телефона. Теперь, AIDA 64. По системе у нас Ascal Tiger 13, UMS 9620 платформа. Так, 8 гигов АЗО физических на 256 хранилища, Bluetooth 5 версии. Процессор Tiger T820, 4 ядра Cortex A55, 4 ядра Cortex A76 по 2,2 ГГц, 55 по 2. 6-нанометровый, что, в принципе, для меня, конечно, новинка. Я первый раз вижу этот процессор. На Mali G57 видеоускорители, 720 на 1607 у нас, на 1604 разрешение экрана, 268 dpi. Низковат показатель, но, опять же, цена у нас сыграла. Аккумулятор у нас 5000 мА, как мы уже говорили, с быстрой зарядкой 18 Вт. И сеть у нас с коннектом 433 мегабита. Будем фактическую сейчас пробовать. Доступа к температуру нет. Температуре и по кодекам у нас, а ну-ка смотрим. Если говорить о сетевых модулях, то, конечно же, мы с вами тестируем 5 ГГц, пожалуйста. У нас тут будет 300 мегабит, говорю сразу, максимум, что я на нем получал, это 300 мегабит при канальной скорости 433 мегабита. Давайте покладем, посмотрим на фактическую скорость. Ну вот сейчас у нас 280. Алиса, отдай мне, пожалуйста, скрепку, потому что я хочу сюда вмонтулить карточку 4G. 277 на 300, пожалуйста. Есть у нас такой показатель интересный. 2,4 диапазон, то же самое тестируем наш тест и получаем выше среднего. Это хороший показатель. В 2,4 100 мегабит очень неплохо. Очень неплохо. 100 на 40. На 48. Также мы с вами вставим сейчас 4G карточку обязательно. Где у нас тут лоточек? Ага, вот сбоку. У нас есть много скрепочек, да, тестовых. У нас уже их накопилось, этих скрепок. Ставим 4G карту, отключаем Wi-Fi-чик и смотрим. У нас есть LTE. Видите, ну еще ничего, кстати. С учетом того, что здесь заявлена поддержка, 5G. Тестируем наше 4G соединение. Конечно же, в центре города тут рассчитывать на какие-то суперовые цифры мы не можем, но свои там 30-40, оно будет 50 мегабит. 50 мегабит. Конечно же, здесь нет агрегации. Была бы агрегация, мы бы увидели с вами около 70-80 мегабит в секунду до 100 в нашем городе. Это было бы нормально. 55 на 26 вполне нормальный показатель такой себе. Ну, давайте 55 на 25,9. Все, четко. Давайте пойдем с вами немножечко в настройки полазим. Bluetooth, Android Auto. Так, меня интересует экран. Кстати, заставка ни разу не похожа на айфоновскую, да? Масштаб, автоматическое выключение, заставка, видеозапись, режим чтения. Так, ничего у нас интересного нет, кроме экрана 90 Гц. Вот это сюрприз. 90 Гц, очень все плавненько. Есть адаптивная яркость. Вот это хорошо. Вот за это огромное спасибо. Теперь про телефон посмотрим. Давайте. Она у нас работает на DocOS. Tiger 13, 256 хранилища. Ну, здесь, видите, написано Unisoc T760, а там T820. Вот кому верить, непонятно. 8 плюс 5 на текущий момент можно расширить до 8 плюс 16. Хотя я бы отключал вообще. Я бы отключал, потому что это зачастую, когда вы расширяете за счет хранилища, если у вас хранилище, например, не UFS 3.1, то, поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет. Из стандартных каких-то штук у нас есть там радио, различные приложения. Ничего нестандартного нет, но есть у нас Antutu. Вот Antutu мы сейчас проверим с вами, вернее, я покажу вам тест. 486 309 баллов. В принципе,
такой, знаете, для столь бюджетного еще ничего. Я должен вам правду говорить, 10 касаний у нас, камера без оптической стабилизации, сразу слышно, нет никакого шума. Сама по себе камера. Есть возможность съемки в HDR, но вы уже примеры фото видели в самом начале, да, когда я делал выступление. Есть даже бьюти-режим, хотя мою рожу хрен чем исправишь в таком бьюти-режиме. С таким нестандартных у нас есть профессиональный режим, режим макросъемки. А ну-ка, режим макросъемочки. Сейчас посмотрим. Ну, такое себе, скажу я вам. Сказать, что особо выдающиеся нет, но все расплывчато. Ну, я должен вам опять же говорить правду. Допустим, давайте там мышку попробуем сфотографировать в макро, режим макросъемки. Скорее всего, оно растягивает на большом разрешении и просто-напросто кропает. Но есть как есть. В самом фото у нас стандартное разрешение. Видео мы можем снимать FHD либо 4К. Все это, само собой, в 30 Гц. Есть режим съемки 50 мегапикселей. И даже в видео у нас есть, даже 2х видели у нас такое приближение. Как его выбирать? Вот 2х, хотя это... даже 4х есть. Ёлки-палки. Да ладно. Прям такое, прям крутое-крутое. Но это оно, скорее всего, опять же кропает. То есть телевика здесь нет. Также, если оценивать его какую-то игровые возможности, то тут, в принципе, во что-то еще и поиграть можно. Смотрите, Vulkan Wildlife Extreme 453. Slingshot 4338 баллов, нифига себе. 1639 Wildlife простой и 3216 в Slingshot Extreme. Интересные результаты на самом-то деле. Ну а перед тестами игровых возможностей давайте посмотрим, допустим, мультимедиечку. Это какие-то стримы, ютубчик. Смотрите, сейчас выбираем 4К геоплейсы наши, включаем ролик и тестируем сразу и звук, и картиночку. Так, по звуку у нас стереозвук, ребят. Стереозвук. Она. Да, звучит с двух сторон. Здесь и здесь динамик. Плохо, что не стерео микрофоны, но звучит он неплохо, я вам скажу. Звучит неплохо. Теперь декодирует HDR и декодирует при этом его еще и в 4К. Переключилась на 480p. А знаешь почему? Потому что мы, не на Wi-Fi, а на мобильном интернете. Только я мог так запуститься. Ну да ладно, в принципе. Слушайте, он-то показал сейчас, что он может это все дело. Пробуем еще раз. Включаем 4К и смотрим. А ну-ка. Вообще качество картинки просто-напросто... сейчас. Вот, переключилась на 4К. Отлично. 4К HDR. Экран с хорошими углами. Смотри. Ой. Несмотря на то, что здесь всего лишь HD+, экран сам по себе, он достаточно яркий. Вот это вот его плюс. Так, надо остановить. Его плюс именно в этом. То есть в яркости, и вообще он позволил данному процессору получить, вот такую вот, в принципе, понимаете, нормальную производительность. То есть он отлично, он отлично у нас загружает приложения, он отлично их выгружает, держит в памяти, пожалуйста. Там можем выбрать любое там какое-то из этих приложений. Подходит для мультимедиа, можно посмотреть ютубчик, можно посмотреть IPTV-шечку, кино и стримы. Но давайте проверим все-таки, что у него с тротлингом. Это такой себе стандартный тест, который мы должны сделать на 300 секунд. Итак, смотрим на результат. Ой, закрыл чуть-чуть. На результат. У нас есть падение до 82%. Не скажу, что это критично, но то, что охлаждение у нас не на самом высшем уровне, это факт. Но мы же с вами понимаем, что это за процессор, мы понимаем, что это за цена самого смартфона и понимаем его толщину и реализацию этого всего действия. Но давайте посмотрим в реальных условиях работы, насколько он тормозит или нет. Потому что у него фактически до 82% опускалось. Хотя, знаете, что самое интересное? Частоты не падали. Частоты не падали, но пропуск тактов был однозначно. Я вам могу сказать, что картинка, допустим, в том же там пикселе будет еще поинтересней в плане того, что в плане тротлинга. Пиксель, кстати, самый тротлящий смартфон, который я когда-либо использовал. Играть на HD экране это еще то удовольствие, конечно, потому что хотелось бы более четкой графики для того, чтобы вовремя увидеть врага. Вот давайте я так
объясню, так как я еще тот пабгер, да? Пабгун, да? Леса называют пабгун. Давайте посмотрим, что у нас получится. Так, мы уже летим вниз, приземляемся по настройкам, по графике. У нас дает HD графику на высоких, скажем так, на высокой частоте обновления экрана. Сейчас приземлимся, побегаем, посмотрим. По звуку вот неплох смартфон, вообще неплох. По яркости экрана просто-напросто шикарен. Не часто встретишь в такой ценовой категории столь яркие экраны. Давайте приземляемся. Сильно рано раскрыл парашют. И сейчас побежим, побегаем, посмотрим. Так. О, там наприземлялось. Тоже разных гадов. Я уже слышу. Давайте хватаем какую-нибудь оружица. Опа, кто-то пробежал. А ну-ка, идите сюда. Ну и где он? Ой-ой-ой. Так, один есть. Все, завалили. Ну, неплохо, скажу я вам, знаете, вот оно работает. Оно работает, на удивление. Нагрев я не ощущаю сзади. В принципе, такие процессоры, они, знаете как, проявляют свой нагрев из-под тишка в виде какого-то тротлинга. То есть особого нагрева нет. Особого нагрева нет, поэтому можно не бояться. А он еще... думал, кто-то еще бегает. Ну, неплохо. Совсем неплохо. Смотрите, нормально. Ничего не тормозит, ничего не не тротлит, не подвисает. Ну, в принципе, можно поиграть еще и в World of Tanks Blitz. Однако, знаете, здесь FPS-ки почти не видно, но я вижу, что там шестерочка первая, поэтому особо мы, ломать голову не будем. Давайте поедем, сольемся кому-нибудь очень быстро. На этой карте, по крайней мере. Тут есть где быстро слиться. И посмотрим, что будет. Слушайте, неплохо, неплохо. Даже поиграть можно, ничего себе. Хотя, я вам скажу, конечно, дешевые смартфоны — это временное решение, как по мне. Если покупать, то покупать флагманы. Это мое мнение сугубо. Вы можете со мной соглашаться, не соглашаться. Но прийти к тому, чтобы купить флагман, это, знаете, все равно вы когда-нибудь к этому придете. Иди сюда. Куда ты стрельнул, а? На тебе. Конечно, на, давай еще раз. Ой-ой-ой, я застрял. Сейчас мы тебе тут наведем шороху, на. Ура, я кого-то даже пробил. Вот это я умею. Да, конечно, игрок из меня. Мама, не горюй. Согласитесь, я классно играю. О, рикошет, все как мама сказала. Вот что, Вова, ты в танках ты лучший. Сейчас мы кому-то еще выстрелим. А ну, сольем его, не сольем. Ну, все, я победил. Ну, по крайней мере, мама мне так всегда говорила. Ну и даже War Robots. Вот знаете, я вам показываю такие игрушки. Почему? Потому что они соответствуют тому уровню производительности, который мы увидели в Antutu. Само собой, если вы сюда загрузите Genshin Impact, либо код Mobile Warzone, то мы же с вами получим нечто несуразное. Мы либо будем играть в каком-то мыле с учетом 720p экрана, да, 720 плюс, HD плюс экрана, 720p плюс, то будет вообще, я же вам говорю, какое-то мыльце. Поэтому играть будет невозможно. Это однозначно. Этот смартфон, он не считается игровым. Это обыкновенная звонилка с более-менее какими-то камерами в плане бюджетными. То есть для бюджетных камер это еще хоть как-то там работает. Нормальные батареи, более-менее быстрой зарядкой и очень ярким экраном с хорошим звуком. Вот так вот получилось. Ну и само собой со сладкой ценой. То есть вот для меня это вот такой вот смартфон. Так, а ну давайте хоть кого-то найдем сейчас и уже пойдем делать выводы. Хотя выводы я, по-моему, только что произнес, да?
А ну иди сюда. Давай, давай, давай. Давай, ты пока тут раздуплишься со своим этим носом, я тебе сейчас наваляю по 1 число. Опа! Видели? Видели, какой я мамкин, короче? Я еще и победил. Все. Переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу, за 100 с мелочью долларов еще и неплохая звонилка. Но это обыкновенная звонилка. Не ждите от нее чуда. Не ждите, что здесь будут 3 игры. Не ждите, что здесь камера будет в темноте или с ультразумом фотографировать Луну. Но будет. И тротлинг-тест, не сильно-то и пугайтесь. Он такой везде, например, на моем Google Pixel, он примерно такой же. То есть тротлинг-тест, тротлинг есть во всех процессорах. Но за 158 долларов мне трудно сказать, что там, вот камера хреновая. А тебе сразу скажут, это знаете, как 20-летнюю машину приезжать проверять с толщиномером и надеяться, что она будет не битая. Это вот приблизительно такая же ситуация. Смартфон за свои деньги нормальный. Процессор, конечно, вызывает сомнение, что будут дальнейшие обновления, но как звонилка, яркая, с хорошим звуком стерео, посмотреть какой-нибудь ютубчик, позвонить, посидеть в соцсетях, очень даже неплохо. Поэтому мои рекомендации в плане только цены. Я не скажу, что я прям вот вау, это топ-смартфон, ни в коем случае. Но он такой есть и имеет право на жизнь. Аскал Тайгер 13 на канале Технозон. С вами был Бабл. Пока.